Ну вот, кое-как затащили. Весит она почти полтонны. 454 килограмма. Вот сейчас будем думать, как устанавливать. Застрял погрузчик. Ну, сейчас вытолкаем его и установим. Пришлось переставить фуганок в другое помещение. Здесь всегда будет стоять пила, поскольку туда просто не затащить. Что, все установили, делаю первый пробный распил. Возьму самое твердое дерево, которое у меня есть, амарант. Пилится легко, ровно, посмотрим, что будет дальше. Поработал я пару недель с этой пилой, поэтому сейчас могу рассказать о ней более подробно. Но сначала о технических характеристиках. Мощность станка составляет 4 киловатта, это более чем достаточно для всех работ по пилению, даже для самых тяжелых. Ширина пиления, то что имеется в виду, да, основание почти 700 миллиметров. Высота пиления, что очень меня интересовало, 460. Блок с направляющими поднимается очень высоко. Ну вот фактически 475 миллиметров до вот этого защитного стекла. Огромные чугунные маховики. Диаметр маховика составляет 710 миллиметров. Длина пильной ленты, ленточного полотна 5100 миллиметров. Пила идет очень хорошо, мягко, очень большой вес, то есть останавливается без электротормоза она очень долго. Большой удобный индикатор натяжения пильной ленты, потому что на многих станках достаточно сложно точно выставить. Здесь такая большая, очень хорошая шкала. Удобный параллельный упор, который можно переставлять. То есть вот это для пиления тонких заготовок. Здесь можно ослабить винт и переставить упор вот таким образом для пиления более высоких заготовок, чтобы иметь упор. Для пиления очень широких досок, заготовки у меня есть такие очень широкие, я сделал дополнительную накладку на этот упор, выставил ее под 90 градусов. Трубка для пылеудаления диаметром 125 миллиметров. Подсоединил я их к своей системе. Диаметр трубы у меня 160 миллиметров. Вот здесь поставил задержку и идет развод на 2 отсека. Убирает опил он очень хорошо. Вот один отвод отбирает прямо от места пиления и засасывает основную часть опилок. И внизу вот еще как бы 2 отвода, от которых убирается то, что упало. Я ничего специально здесь не чистил. Вот это реальное состояние после вчерашнего дня работы. Использованы здесь керамические направляющие, которые очень точно прижимают и хорошо прижимают ленточное полотно. Керамические направляющие очень долговечные и позволяют поддерживать заданное направление ленточной пилы.
Керамическая направляющая располагается и сверху, и снизу. Опорный ролик тоже сделан из керамики. Пила оборудована электротормозом, который достаточно быстро останавливает движение пильной ленты, но делает это достаточно шумно. Если не использовать электротормоз, останавливаться она будет минут 5. Мне это не очень удобно, такая система, поскольку я обычно включаю питание, которое включаю сразу систему пылеудаления, зачем включаю пилу. После окончания работы я выключаю просто подвод электричества, который полностью обесточивает станок, и, соответственно, электротормоз не работает. Поэтому тормозить она может очень долго, и мне приходится делать это в 2 этапа. Но могу показать, как она будет тормозить без электротормоза. Вот, выключил питание, и сейчас она будет тормозить и тормозить. Параллельный упор хорошо движется, надежно фиксируется, угол выверен ровно 90 градусов, поэтому это все очень удобно. Упор может переставляться и на правую сторону для пиления каких-то заготовок, для выполнения каких-то работ, но иногда мне это бывает нужно для пиления под углом. Зачем мне нужна такая пила? Почему я решил дополнительно к джету приобрести вот еще Felder такую пилу? Ну, во-первых, конечно, это керамические направляющие, которые дают очень точный рез. Сейчас в большинстве операций вместо циркулярки я использую ленточную пилу, потому что те породы, с которыми я работаю, очень дорогие. И пиление на циркулярке приводит к очень большому количеству отходов. Я использую в основном полотно шириной 20 мм, толщина этого полотна 0,7 мм, но плюс, конечно, еще развод зубьев где-то 1,5 раза от 0,7, то есть пропил получается около миллиметра. Если взять стандартный диск, это 3,2 мм, экономия получается значительная. Плюс за счет керамических направляющих делается точный рез, а мне очень часто приходится при изготовлении досок, особенно 3D досок, пилить вот такие отрезки торцевые на более узкие полоски. И эта пила дает более ровный рез, соответственно, меньше шлифовать, и из одного такого отрезка можно получить большее количество полосок. Ну а сейчас я попытаюсь отпилить, ну скажем, там 5-6 миллиметровые полоски на этой пиле и на джете, а потом можем сравнить. А сейчас такую же полоску отпилю на джете. Напишу, чтобы не перепутать. Ну, я думаю, вам сложно оценить качество распила, но поверьте на слово, что здесь качество распила гораздо выше. Можно сравнить еще следующее. Положу на ровный стол, вот это Felder, вот это джет. Прижимаем, и видно, какой зазор существует у Felder, какой существует у джета. То есть здесь разница примерно полмиллиметра, но при тех там сотнях и тысячах распилов, которые я делаю, это получается достаточно много, ну и, соответственно, меньше шлифовать на шлифовальном станке. То есть здесь нужно снять будет где-то около миллиметра, соответственно, здесь полмиллиметра, иногда даже больше. Обычным показателем, стандартным показателем для ленточной пилы является ширина пропила, то есть размер стола слева от ленточного полотна. Но меня интересует не только этот показатель, а вот размер от
полотна до конца стола справа. Пилы Jet он составляет 235 миллиметров, здесь 310. Почему мне это важно? Поскольку часто приходится пилить изготовленные щиты поперек, и на джете делать это неудобно, поскольку щит падает со стола. Я обычно использую щиты длиной 600-700 мм, иногда 800. А то этот щит уже он не падает, он лежит на столе, и пилить очень удобно. То есть когда щит падает, то поверьте, вот пилить в таком положении, поддерживать щит и одновременно точно вести по направляющей очень-очень неудобно. Поэтому, как правило, на джете рез получается неровным, часто уходит в бок в конце, поскольку приходится прижимать с двух сторон. Размер стола справа от ленточного полотна для меня очень важен. То есть думал я о том, как еще сделать здесь какую-нибудь каретку, как на циркулярке, но пока до этого руки не дошли. Вот, например, вот эта доска, она просто огромная, то есть у нее длина 700, а ширина 450. Данная ленточная пила позволяет 460, то есть она как раз это тот максимум, который здесь можно обработать. Если бы ее шлифовать, то пришлось бы прогонять, но я думаю, эту доску раз 10-15 пришлось бы прогнать через шлиф-станок. Это время, износ шлифовальной ленты, поэтому гораздо проще эти вставки все отпилить на ленточной пиле. Таким образом это делается, это все очень быстро, и сейчас еще нужно там 2-3 раза прогнать через шлифовальный станок. Насколько я понимаю, это флаг Сирии с какими-то надписями. Некоторые доски делать очень сложно и долго. Это касается большинства 3D досок, британского флага, где очень много склеек, длительный процесс изготовления. Но в частности, вот эту доску нужно делать недели 3, потому что очень много склеек, несколько десятков склеек, поэтому иногда бывает проще сделать толстую доску, потом распилить ее пополам или на несколько частей сделать более тонкие доски, так получается быстрее и дешевле. Но сейчас попробую распилить эту доску. Процесс это не быстрый, поэтому все, конечно, показывать не буду. Сделал я параллельный упор повыше, чтобы быть уверенным в ровном распиле. Видно, что распил достаточно ровный, толщина со всех сторон примерно одинаково. На джет у меня такое не получалось, потому что полотно, как правило, уходило в сторону и была достаточно большая волна. То есть здесь потребуется минимальное шлифование, и доска будет готова.
было пилить сразу много отрезков, сделал вот такое косвенькое удлинение стола, подвигаю каретку от стоящего рядом токарного станка и могу пилить достаточно много отрезков. Из недостатков или неудобств можно перечислить следующее. Во-первых, нет линейки, мерной линейки. То есть, я не знаю, с чем это связано. Возможно, можно устанавливать какие-то электронные или то, что упор переставляется, хотя он на это не влияет. Но поэтому мне пришлось прочертить прямо на столе такие риски по стандартным размерам, которые я пилю, там 12, 32 и 42 миллиметра, чтобы каждый раз, иначе приходится вот каждый раз брать метр и выставлять ширину пиления. То есть это не очень удобно при частом изменении размеров. При длительных перерывах в работе или хотя бы на ночь натяжение пильной ленты необходимо ослаблять. Во-первых, это увеличивает срок работы ленты и ее долговечность, а во-вторых, ослабляет давление на валы, поскольку лента натянута очень сильно, и увеличивает срок их работы. Вот неудобно на этой пиле, что это необходимо делать, поворачивая эту ручку. То есть каждый вечер я ослабляю натяжение полотна, а на следующий день утром опять его увеличиваю. То есть это занимает определенное время, и нужно попасть точно в то же значение, которое было до этого. У пилы Jet для этого есть вот такая специальная ручка, такая удобная функция. Вот это рабочее положение, вот это положение ослабленное. При перерывах работы просто ослабляю пилу, и она уже не оказывает давления. А есть еще одно положение, которое используется для смены пильной ленты. То есть лента полностью ослабляется, можно не менять вот эти настройки, не крутить эту ручку и поменять ленточное полотно. В целом я покупкой доволен. Пила сделана очень основательно, надежно, и надеюсь, что прослужит мне долго. Jet тоже себе оставлю. Это хорошая, мощная пила, и она отлично подходит для грубого раскроя пиломатериала.